Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Лев. Расклад мы делаем на первую половину месяца февраля, с 1 по 15 февраля соответственно. Давайте посмотрим, что же наших львов ожидает, какие вам карты сегодня выпадут в нашем раскладе и чего вам ждать. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали, а также можете оставить лайк или сообщение, если захотите. Я постараюсь вам ответить на ваши сообщения. Итак, львы, первая половина месяца февраля. Февраль уже начался. Давайте посмотрим, чем же он ознаменуется для львов. Какие карты, соответственно, у вас выпадут. Достаю по одной карте и последовательно рассказываю то, что здесь у нас получается, и с вами совместно будем разбирать, какие это карты. Итак, первое, что у вас есть, это карта четверка мечей, то есть это карта, которая показывает в целом какую-то ситуацию успокоения, может быть, знаете, даже какой-то паузы, которая у вас здесь происходит, потому что по четверке мечей можно говорить про отдых, может быть, про восстановление, про какое-то обновление. Возможно, вы восстанавливаетесь после какой-то тяжелой работы или болезни, или просто взяли перерыв, чтобы от чего-то отдохнуть. Может быть, от какого-то испытания или каких-то сложностей, но в любом случае эта карта, она как будто бы, знаете, заставляет вас остановиться. Остановиться, сделать небольшую паузу. Дальше у вас есть пятерка жезлов, и пятерка жезлов — это карта конфликта, как внутреннего конфликта, так и внешнего конфликта. То есть такая очень конкурентная энергия в плане споров, стремление превзойти другого человека, может быть, или борьба за одно там место рабочее. То есть здесь какая-то вот, может быть, конфликтная ситуация. Может быть, вы устали от бесконечных конфликтов, которые происходят. Возможно, вам надоело отражать свои внутренние конфликты. Но при этом здесь же дальше есть карта, что у нас звезда, да, звезда — это надежда, это вера. Вера, возможно, вы здесь думали, что что-то не получится или что-то сломано, но вы надеетесь по карте звезда, что перед вами как будто, знаете, вот новый свет появился, новый путь. Вы понимаете, что, возможно, ваши надежды, мечты смогут каким-то образом реализоваться. То есть в любом случае здесь такой период отдыха или перехода, прежде чем что-то начнет происходить, и это произойдет, ну, действительно, довольно-таки карта рыцаря жезлов, ваша карта, вашей стихии, произойдет, скорее всего, довольно быстро, потому что это карта огня, карта действия, движения вперед в такой очень целенаправленной форме. Поэтому возникает ощущение, что на горизонте намечается что-то вроде какого-то или путешествия, или проекта, когда вы быстро будете действовать, быстро что-то реализовывать. Но при этом перед этим мощным рывком вам нужно будет сделать паузу, чтобы отдохнуть, чтобы позаботиться о себе, может быть, обновиться, восстановиться. То есть вам нужно будет время, чтобы перевести дух, чтобы просто вот сделать какую-то для себя такую вот остановку перед тем, как двигаться дальше по пути, который направлен на реализацию вашей мечты, ваши цели, какие-то ваши планы. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Есть тройка пентаклей. Есть карта шестерка мечей. И вот здесь вот по тройке пентаклей в целом карта, знаете, такой вот какой-то, знаете, опять-таки работы, да, сотрудничества, может быть, каких-то переговоров, которые вы ведете. Возможно, работа в хорошей команде, когда вы совместно с другими выполняете какую-то работу, и это направленное на достижение вашей цели, какие-то задачи. То есть в любом случае достаточно хорошая карта, тройка пентаклей с рыцарем жезлов, то есть огненность, пылкость, страстность в том деле, которое вы выполняете, которым вы горите, идеи, которые горите, соответственно. И вы здесь настроены на решительные эти изменения и перемены для вас. То есть вам нужно будет как-то здесь обновиться, восстановить веру, восстановить оптимизм. Возможно, кто-то из вас здесь работает над каким-то решением, не знаю, какой-то ситуации или той или иной проблемы, да, которую нужно решить в коллективе. В коллективе с теми людьми, с которыми вы работаете, допустим, либо там, не знаю, в вашей семье, в ваших отношениях, да, то есть какая-то такая ситуация. Вы должны найти решение. Возможно, для некоторых из вас это как-то связано даже с какими-нибудь вопросами, даже не знаю, рабочими, да, скорее вопросами, потому что рыцарь жезлов, тройка пентаклей здесь у вас
Такая карта здесь в основном выпадает. Но, скорее всего, люди на вашей стороне. Возможно, какая-то группа людей, которые вам помогают двигаться вперед, есть или двигаться в этом направлении. И создается ощущение, что то, что происходит здесь быстро, но это еще не совсем случилось. То есть, опять-таки, нечто очень близкое на горизонте, но еще это не произошло. Давайте посмотрим здесь, что еще есть. Собственно, с этой шестеркой мечей, с этой восьмеркой жезлов, двойкой мечей, картой правосудия. Интересно. То есть, может быть, кстати, какое-то решение юридических вопросов у вас может быть. Юридических вопросов. Также здесь может быть и в целом, знаете, какие-то достаточно быстрые изменения, которые происходят у вас по восьмерке жезлов. И вместе с шестеркой мечей это что-то, знаете, имеющее свои взлеты и свои падения, но в целом вы понимаете, что худшее уже позади, и вы быстро и верно движетесь к лучшему. То есть здесь карта шестерка мечей, она такая о временном переходе, когда вы еще не осуществили этот переход, но вы движетесь уже в правильном направлении. И в целом вы это, скорее всего, здесь понимаете вместе с четверкой мечей, и поэтому немножечко могли приостановиться и сделать такую своего рода паузу. При этом следующие вот эти двойка мечей, карта восьмерка жезлов, которая в целом-то похожа на рыцаря жезлов, да, она может показывать продвижение, она может показывать даже какие-то поездки, может быть, перелеты, может быть, даже ситуация возникает какого-то конфликта из-за того, что чего-то ожидают от вас быстрее, чем вы можете дать, или быстрее, чем вы предполагали, может быть, выполнение какого-то рабочего плана или какого-то проекта. И тут же вам нужно будет принять решение. Это решение может быть трудным, непростым. Возможно, некоторые из вас будут сопротивляться принятию какого-то здесь решения для вас важного. Возможно, здесь вам нужно будет детальнее разобраться в каком-то вопросе, какой-то проблеме, потому что вот как будто вы с чем-то серьезным достаточно столкнулись, но вы чувствуете, что вы зашли в тупик. И это решение, которое от вас требуется, оно непростое, и вам на время как будто нужно будет либо глаза на это закрыть, как будто это проигнорировать, либо вы делаете вид, по крайней мере, да, что меня это не касается, я не хочу пока что этим заниматься, не хочу быстро принимать здесь решения, потому что здесь все-таки, да, это двойка мечей с закрытыми глазами. То есть она показывает больше ваше ментальное пространство, какую-то вашу точку зрения, вашу систему убеждений, ваш интеллект, как вы смотрите на вещи, какие идеи у вас по этому поводу возникают. То есть решение в любом случае придется принять, но вам не нужно давать эмоциям принимать решения в этом вопросе. Вам нужно будет принимать решения на интеллектуальном уровне, да, из практических соображений, возможно, основываясь на факте, да, на фактах того, что у вас есть, и принять это правильное решение. Опять-таки, возможно, здесь что-то касается действительно вот рабочего вопроса и, может быть, каких-то вопросов там с документами связанных, потому что эта карта правосудия здесь у вас все-таки присутствует. Да? Многие, возможно, из вас могут, я не знаю, услышать в первой половине февраля какое-то сообщение, которое будет там символизировать начало чего-то нового, может быть, нового проекта и подписание какого-то контракта или какого-то договора, тоже такой вариант может быть. То есть вам в любом случае как будто открывается путь, который раньше, может быть, был для вас закрыт, это происходит достаточно быстро, вы думали, что это для вас не сработает, может быть, вам раньше в чем-то отказывали или какие-то документы не давали. И тут вдруг у вас есть эта возможность, она у вас появляется. Причем по пажу жезлов это достаточно быстро происходит, и для вас это как шанс, возможность. Кстати, тоже может быть как сообщение, да, как новость, которая к вам приходит. Новость, которая к вам приходит, может быть юридического толка. Здесь, то есть какое-то такое вот, да, какая-то такая информация. Она вас вдохновляет, воодушевляет. Здесь что угодно может быть, но это действительно что-то, что вызывает у вас скорее радость и оптимизм, потому что вам хочется действовать. Давайте посмотрим дальше, что здесь еще у вас может быть. Дальше здесь у вас есть такие вот еще интересные карты, да, императрица, шестерка жезлов, умеренность. В целом, возможно, здесь будете
проживать какую-то победу, триумф, успех, но вам нужно не позволять себе вскружить голову, то есть нужно быть умеренными, стараться сохранять баланс, сохранять равновесие, возможно, постараться выразить благодарность тем, кто был рядом, кто с вами работал, возможно, потому что это не только ваша заслуга, не только ваше достижение, то есть вам нужно будет, да, еще уважить тех, кто вам помогал, возможно, в этом достижении успеха. Возможно, вы, да, если даже столкнетесь с какими-то трудностями, с какими-то проблемами, вам нужно будет сохранять спокойствие и умеренность, опять баланс, да, баланс, равновесие, спокойствие. И в таком случае вы сможете и разумное решение привести, опять-таки, принять, которое приводит вас к успеху и к триумфу. А императрица — это женственность, это забота, но также это, знаете, и роста, развития, то есть опять-таки возможность процветания, развития какого-то дела, возможность выиграть в каком-то деле или получить хорошие результаты в вашей работе, какого-то успеха значимого достичь. Но в любом случае здесь нужен баланс, нужно равновесие, и должна быть такая грань между заботой о себе и какими-то излишествами, которые могут быть в вашей жизни здесь. То есть не нужно злоупотреблять своими желаниями, нужно в любом случае стараться здесь как будто бы сохранять вот это равновесие, потому что императрица, она в негативном ключе может быть чересчур себялюбивой, да, то есть нужно все-таки здесь проявлять уважение к окружающим людям и, да, уважать то, что они рядом с вами находились, возможно, в какой-то сложный для вас тоже период. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для львов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!